Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. Около года назад у меня уже было видео про установку YouTube клиента для PS4 на старую версию прошивки. На тот момент это была 6.72. Главным минусом той версии была невозможность зайти в свой YouTube аккаунт. Но недавно вышла новая версия, которая исправила эту проблему. Давайте вместе установим и протестируем обновленную версию клиента для PS4 на прошивке 9.0. Для начала нам нужно приложение YouTube. У меня оно уже скачано. Скидываем его в корень флешки в файловой системе FAT32 или EXFAT. Отлично, файл скопирован. Переходим к PS4. Тесты проводятся на фатке 1100 серии с прошивкой 9.0. Сразу хочу прояснить момент с настройками сети. У меня прописаны DNS-адреса, блокирующие все сервера, связанные с производителем PS4. Несмотря на это, мы можем свободно выходить в сеть. Но все так же будет работать и без этих DNS-адресов. Теперь перейдем к установке клиента. Честно говоря, не знаю, будет ли это бесплатное приложение работать на прошивках ниже. Думаю, на 7.55 да, а вот 7.02 и ниже есть вопросы. Прошу вас, пожалуйста, отпишитесь в комментариях о работоспособности на ваших версиях. В главном меню появился новый значок. В информации о приложении все стандартно. И без лишних слов запускаем приложение. После достаточно долгой загрузки появляется главный экран с рекомендациями. Стрелочками можно перемещаться по меню. Запущу-ка я ролик с природой. Можно вызвать меню и перематывать видео. Далее можно зайти в более детальные опции. По поводу картинки. Фатки и слимки поддерживают только 1080p. На PS4 Pro есть поддержка 4К качества видео. Также есть возможность просмотра 360 градусное видео в VR-шлеме. Чтобы поставить лайк, надо войти в аккаунт. Но об этом чуть позже. Думаю, нет смысла все это рассказывать, потому что вы смотрите этот ролик на YouTube и сами все знаете. Единственное отличие — это способ отображения контента. Тут все заточено под телевизоры и управление с геймпада. В целом реализация мне нравится. Видео проигрывается без лагов. В выпадающем меню слева есть разбитие по вкладкам. Музыка, видеоигры, новости, фильмы и сериалы. Вкладки подписки и библиотека откроются только после входа в аккаунт. В самом низу есть пункт настройки. По сути, ничего интересного. Разве что пункт подключения к телевизору вызывает любопытство. Есть возможность автоматического подключения. Всего 3 этапа, и они достаточно простые. И ручной режим. Думаю, если у вас есть Smart TV, то вы уже такое делали. Сопряжение с помощью кнопочки в видео. Тоже достаточно просто. Далее в настройках можно встретить самые обычные параметры. Вроде смены языка и страны, очистки разных данных и сброса настроек. Ладно, с этим все ясно. Возвращаемся в боковое меню и поднимаемся вверх. Пора протестировать главную фишку этой версии, а именно вход в аккаунт. Нам предлагают войти с помощью синхронизации через роутер. Интересно, а что за другой способ? Тут еще более заморочено. Заходить в браузер, вводить код. В общем, вы сами все видите, и тут явно лучше первый способ. У меня под рукой оказался смартфончик на андроиде с аккаунтом, который я не хочу показывать. Но поверьте, все и так будет видно. Он подключен к тому же роутеру, что и PS4, но уже по Wi-Fi. Заходим в приложение YouTube. И действительно, вылетает табличка о сопряжении. Жмем «Продолжить». Появилось такое сообщение. Ну да, я согласен. Подключить. На телевизоре пишет, что выполняется вход. Готово! Это было очень просто. И не пришлось вводить данные вручную. Теперь на главном экране отображаются рекомендации введенного аккаунта. Надо бы зайти в настройки и посмотреть, что там. Да, вход выполнен. Но кроме основного аккаунта можно добавить еще и другие. Или сидеть как гость. В основном окне можно нажать «Выйти», и вы покинете свой аккаунт на PS4. При этом на смартфоне все останется как и было. Переместилось все, даже запросы. Из бокового меню можно попасть в подписки. Для примера тут мой канал. Получается, вы сначала выбираете интересующий вас канал, и перед вами открывается список с роликами автора. Можно пролистывать и запускать интересующий. Мне нравится, что превьюшки максимально крупные. В приложении присутствует реклама. Но я так понимаю, YouTube Premium тут тоже поддерживается, так как он привязан к аккаунту. По настройкам картинки все стандартно, хотя мы это уже обсуждали. Кстати, советую посмотреть этот ролик. Мне кажется, получилось достойно. Даже не знаю, что еще можно сказать. Дождались. Да, мы дождались полноценно работающего YouTube клиента на старой версии Pro. В сети и даже в моих видео можно встретить клиент с таким красным значком. Это старая версия приложения, которая не поддерживает вход в аккаунт. Новая версия имеет белый фон с красной надписью YouTube. Но если предыдущая версия точно работает на 6.72, 7.02 и 7.55, то по поводу новой сказать ничего не могу. На 9.0 точно работает, что с другими версиями не знаю.
Мне постоянно присылали вопросы по поводу приложения YouTube на PS4. Возможно ли установить и смотреть? Как вы видели, да, все возможно и работает идеально. Огромное спасибо Андрею, Виталику и особенно топ-донатеру Ярикселу. Спасибо за поздравления. Вас тоже с праздниками. Счастья и удачи. Также спасибо Эсмо и Геннадию за донаты. Как уже говорил ранее, рад абсолютно любой сумме. По мне, обмен фатки на слимку получился более-менее равноценным. Кстати, Украина составляет целых 15% аудитории. Спасибо, что смотрите. И огромное спасибо за поддержку подписчикам на Патреоне. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.